Друзья, всем привет! В этом видео я расскажу об изменениях, которые касаются украинских беженцев и которые произойдут в Германии. Они уже произошли, да, и это будет касаться украинских беженцев, которые будут въезжать на территорию Германии и просить убежище в Германии после 1 апреля 2025 года. Если вам эта тема, друзья, интересна, смотрите это видео до конца обязательно. Подпишитесь на канал, и вы будете разбираться и понимать, что же происходит, что же это за такие изменения. Итак, я уже вам рассказывал в видео вчерашнем о том, что 9 апреля 2025 года, как обещал Мерц, подписано соглашение. То есть Союз и СПД договорились и подписали коалиционное соглашение. И согласно этого коалиционного соглашения поднимался и будет в будущем, вот буквально уже, можно так сказать, начались переговоры и планируют решить 3 основных вопроса, в Германии. Эти 3 вопроса касаются социальной сферы. Мы сейчас говорим о социальной сфере. Первый — это налоги, второй — это пенсии и третий — это убежище, то есть миграция. И миграционный вопрос в большей степени касается именно украинских беженцев, которые будут прибывать на территорию ФРГ с 1 апреля 2025 года. То есть те, которые прибыли до этой даты, на них эти новые изменения распространяться не будут. Им нечего переживать. Но это не значит, что надо расслабляться. То есть в любом случае надо находить работу и устраиваться на немецкий рынок труда. Но они как получали денежное пособие Бюргергельд, так они и будут его получать. Никто на данный момент пока, никто у них это пособие забирать не будет. А вот те, кто будет прибывать с 1 апреля 2025 года, вот те как раз таки и будут уже подпадать, скажем так, под изменения, которые произойдут вот в ближайшее время и о которых я уже в принципе рассказал, которые уже приняты вот этой вот новой, но вновь созданной коалицией. В отношении украинских беженцев в коалиционном соглашении сказано дословно: беженцы с правом на проживание на основании директивы о массовом притоке, которые выехали после 1 апреля 2025 года, должны получать пособие согласно закона о пособии для лиц, ищущих убежища, если они нуждаются в помощи. А вот нуждаемость в помощи должна быть установлена с помощью последовательной и единообразной по всей стране проверки активов. Федеральное правительство возьмет на себя дополнительные расходы, возникающие из-за этого у федеральных земель и местных муниципалитетов. Следует подчеркнуть, друзья, что в отличие от базовых ставок для получателей денежного пособия Бюргергельд, которые сейчас вот получают украинские беженцы и граждане Германии, размер выплат согласно закона о предоставлении пособий соискателям убежища, простыми словами, это пособия, которые получают беженцы из стран Африки и Ближнего Востока. И вот как раз таки новые партии, которые вошли в эту коалицию, они как раз таки хотят приравнять украинских беженцев именно в социальных правах к беженцам из стран Африки и Ближнего Востока. Почему? Потому что у немецкого общества есть огромный запрос к правительству на справедливость. Потому что немцы считают, что это несправедливо. На каком основании вы, гражданам Украины, которые никакой пользы экономике Германии не приносили, вы сразу приравняли их к нам, то есть гражданам Германии. Так говорят социальные опросы, которые были проведены немецкими исследователями. И более 70% граждан Германии как раз таки об этом говорят, что это несправедливо. И вот Мерц, это еще было им заявлено в 2024 году, летом он заявил, что если я приду к власти, если наша партия победит на выборах, то в любом случае мы эту справедливость восстановим. Вот что он и делает. По сути, он прав. То есть реально это несправедливо по отношению к гражданам Германии.
Так вот, размер выплат денежных пособий, которые получают беженцы из стран Африки и Ближнего Востока и которые будут с 1 апреля 2025 года получать вновь прибывшие украинские беженцы, состоит из двух компонентов, можно сказать, из двух частей. Значит, первая, она называется необходимые потребности, и второе, необходимые личные потребности. В параграфе 3 закона о пособии для лиц, которые ищут убежище, указано, что входит в эти компоненты. То есть они как бы расписаны. Давайте я на них подробнее остановлюсь. Необходимые потребности включают в себя расходы на питание, проживание, отопление, одежду, медицинское обслуживание, а также предметы домашнего обихода. Понятно. А необходимые личные потребности предназначены для покрытия личных потребностей повседневной жизни, таких как средства связи, транспорт, перемещение на транспорте и участие в культурных мероприятиях. И вот с 1 января 2025 года размер этих пособий, которые получают беженцы из стран Африки и Ближнего Востока, размер этих пособий следующий. Это определено законом. Я сейчас вам вкратце эту таблицу покажу, и вы будете понимать, что ожидает украинских беженцев после 1 апреля 2025 года в Германии, что они будут получать. Вот если приезжает одинокий, например, гражданин Украины, он будет получать 441 евро. Значит, если он приезжает с супругой, то есть парой, которая будет проживать в квартире и проживает в коллективном жилье в Хайме, будут получать 397 евро. Взрослые в возрасте до 25 лет, которые проживают со своими родителями, будут получать 353 евро. Молодые люди, то есть подростки от 14 до 17 лет получают 391 евро. Дети от 6 до 13 лет получать будут родители 327 евро за ребенка. И дети до 5 лет 299 евро. Понятно, это пособия, которые получают, еще раз повторюсь, беженцы из стран Африки и Ближнего Востока. И эти пособия с 1 апреля будут получать украинские граждане в Германии. Теперь, какая разница между бюргергельд, которые получают сейчас, да, которые украинские беженцы, и вот этими пособиями? Я сейчас не буду приводить таблицу с бюргергельд, чтобы не занимать ваше время. Я вам так скажу. Примерно вот эти пособия новые, да, согласно закона о лицах, которые ищут убежище, они на 100 евро меньше, чем денежное пособие бюргергельд. То есть, по сути, граждане Украины, которые прибудут в Германию после 1 апреля, будут на 100 евро получать, чем те, которые прибыли и оформили уже денежное пособие бюргергельд и получают его успешно от джоб-центра. Понятно, да? То есть на 100 евро разница. Но это еще не все. То есть по пособиям понятно. На 100 евро меньше будут получать. Будет также для них введена проверка активов, чтобы удостовериться могли немецкие чиновники, что действительно беженец украинский нуждается в помощи от немецкого государства, что он имеет право получать вот это вот денежное пособие в размере, о котором я вам таблицу привел. И это будет проверка единая по всей стране. И она будет обязательная. То есть каждого украинского беженца, который прибывает в Германию после 1 апреля 2025 года, будут обязательно службы государственной Германии проверять на наличие активов. Будут проверять, например, если у украинского беженца имущество, которое он мог бы использовать, прибыв в Германию для собственного обеспечения на территории Германии на первое время, да, прежде чем ему будут от государства выделено вот это вот денежное пособие. То есть это первое. Значит, что будут проверять? Что относится к активам? Это деньги на счетах в банке, в том числе и за границей, то есть в Украине. И неважно, может, если он там в Таиланде имеет или на Кипре имеет, это тоже будет проверяться. То есть все денежные счета, которые он имеет в любом банке мира, хоть в Америке, да, могут быть проверены, и он должен о них отчитаться, то есть заявить, что они у него есть. Потом ценности, это золото, украшения, там какие-то коллекции, да, картины, например. Это автомобили или другое дорогостоящее движимое имущество. Недвижимость, понятно, квартиры, дома, земельные участки. И там уже дальше акции, облигации, криптовалюта и другие инвестиции. То есть все, что можно
назвать активами и что имеет какую-то денежную ценность. Напомню, что беженец обязан будет при подаче заявления на получение вот этого денежного пособия, он обязан будет честно сообщить немецким властям, немецким чиновникам о том, какое у него имущество есть. Там будет определенный пункт в этом заявлении, значит, который будет предупреждать его об уголовной ответственности за то, что если он имеет имущество, и он об этом имуществе не сообщит, и будет получать денежное пособие от немецкого государства, потом какое-то время пройдет, и об этом немецкие службы узнают, что он скрыл информацию об этом имуществе, то его привлекут к уголовной ответственности. Это уголовная ответственность. Поэтому те, кто меня сейчас слушает, смотрит, и те, кто планирует попасть на территорию Германии, если вы будете заполнять это заявление, вы обязаны указать правду. Если вы ее не укажете, это будут личные ваши проблемы. Вам никто не поможет потом. Вас просто-напросто, если узнают немцы, вас просто-напросто привлекут к уголовной ответственности. И поверьте мне, никто не будет считаться с вашим статусом. Беженец там вы, дом разбомблен или не разбомблен. Найдут счет с деньгами, например, если он есть у вас. И вне зависимости даже дом разбомблен или нет, там в оккупации находится или не в оккупации, если вы обманете, вас привлекут к уголовной ответственности. Четко все в Германии работает. Поэтому я советую с этим не шутить и указывать всю информацию правдиво о своих активах. Значит, проверяя эту информацию, и если вы ее должны указать, то немецкие чиновники будут выяснять, превышает ли допустимый лимит стоимости вашего имущества. И если он превышает, то могут украинскому беженцу отказать изначально в помощи в денежной. Значит, и обязать его, чтобы он вначале продал свои активы, да, и вначале обеспечил себя деньгами за счет своих активов. То есть вот когда у него уже свои деньги закончатся, вот тогда он уже будет иметь право получить от немецкого государства денежное пособие. Сейчас не задавайте мне вопросы, сейчас начнется, я знаю, в комментариях, а вот у меня там я не могу квартиру продать, я не могу приехать в Украину, у меня там счет заблокировали. Друзья, это не в этом ролике, я буду рассказывать, как это все делается. Если вам это интересно, напишите мне в комментариях, Романа, как надо сделать, как надо указать, как они будут проверять, и я сниму на это отдельное видео, потому что это тема отдельного видео, это довольно-таки объемная тема по времени. Но это все реально, и это все уже на практике испробовано. Поэтому, кому интересно, напишите в комментариях. Если комментариев много соберется, я запишу об этом ролик и все четенько вам расскажу. Итак, вот эта вся проверка, это тоже не новое изменение в законодательстве. Это предусмотрено еще тоже и урегулировано в законе о пособии для лиц, которые ищут убежище. Это все предусмотрено в этом законе для беженцев из стран Африки и Ближнего Востока. Вопросы учета доходов и активов беженца регулируются в параграфе 7 этого закона. Он так и называется: доходы и активы. И согласно этого параграфа, беженцы, которые претендуют на получение денежных пособий от немецкого государства, и члены семьи, которые с ними вместе проживают, то есть одно домохозяйство, они должны использовать вначале доступные доходы и имущество свое личное, перед тем, как получить денежное пособие. Вот когда они его используют, когда у них уже ничего не будет, за что можно жить в Германии, вот тогда они имеют право подавать заявление на получение этого денежного пособия. Это четко все, друзья, указано в этом законе. И этот закон будет распространяться на украинских беженцев. В частности, параграф 7, часть 5 устанавливает, что при оценке имущества применяется необлагаемая сумма в размере 200 евро для каждого лица, имеющего право на получение пособия, и для каждого совместно проживающего члена семьи. Кроме того, не учитываются предметы имущества, которые необходимы для начала или продолжения профессионального обучения или трудовой деятельности. Понятно, вот я вам зачитал, процитировал эту полностью норму. Итак, что мы имеем в итоге?
что получат украинские беженцы, прибывающие в Германию после 1 апреля 2025 года. То есть они уже не будут приравниваться в социальных правах с гражданами Германии. Они уже не будут получать денежное пособие Бюргергельд. Они будут получать пособие точно такое, как получают беженцы из стран Африки и Ближнего Востока. И они, по сути, будут приравниваны в социальных правах к беженцам из стран Африки и Ближнего Востока. Ну и это абсолютно справедливо. Потому что я в своих видео подчеркивал, абсолютно никакой разницы для немецкого бюджета нет. Это украинский беженец или беженец из стран Африки и Ближнего Востока. Что на беженцев из стран Африки и Ближнего Востока, что на украинских беженцев тратятся одни и те же, скажем так, должны тратиться одни и те же суммы. Потому что, по сути, природа попадания в Германию, природа прошения и подачи ходатайства о предоставлении убежища, да, она одинаковая. Те беженцы убегают из своих стран происхождения их по преследованиям, а украинцы бегут из своей страны из-за военных действий. Понимаете, да? То есть для немецкого бюджета это одинаково. Так получается сейчас в настоящее время на содержание украинских беженцев тратят больше денег, чем на содержание беженцев из стран Африки и Ближнего Востока. То есть таким образом после 1 апреля для украинцев будут действовать в Германии более жесткие правила, которые будут регулироваться не социальным кодексом, если мы берем социальные права и социальные пособия, а законом о лицах, которые просят убежище на территории Германии. Плюс будут обязательно эти проверки активов украинских беженцев, которые прибывают после 1 апреля. Это тоже все прописано в законах, и теперь на них все это будет тоже распространяться. Вот такая, друзья, ситуация. Что думаете вы по этой теме? Пожалуйста, напишите свое мнение в комментариях.